Почему вес остановился? Стараетесь, а кажется, эффекта вообще нет. Часть 2. В прошлом видео мы с вами выделили первые 5 причин, почему же вес может не сдвигаться с мертвой точки. И сегодня будет вторая часть, в которой мы рассмотрим еще 5 причин, почему же у вас может быть отсутствие результата, хотя вы стараетесь и прикладываете максимальные усилия. Итак, наша шестая уже причина – это слишком большой дефицит калорий, то есть слишком жесткая диета. Обычно такое происходит от мыслей: ну, сейчас начну меньше есть, тогда точно похудею. И казалось бы, действительно вес будет идти вниз, но все потому, что в организм будет поступать просто меньше еды. Но это продлится совсем недолго. Организму нужно минимум 1500 калорий в день для того, чтобы он нормально функционировал. И когда вы даете организму своему мало питательных веществ, он начинает находиться в стрессе. Об этом мы с вами уже говорили ранее. И начинает думать, что это просто голодовка. Ну и далее, после такого, любую пищу, пусть даже правильную, он начнет просто откладывать в жир, так скажем, запасать. Здесь это касается и тех, кто длительное время мучает себя какими-то жесткими диетами. Здесь лучше на какое-то время выйти на профицит и дать, наоборот, своему организму возможность запуститься заново и восстановить свои силы. Помните, что если вы едите мало, ваш метаболизм, наоборот, замедляется. Наоборот, сделайте себе недельку отдыха, расслабьтесь, дайте организму возможность восстановиться. Так, наоборот, диета пойдет быстрее после. Скорее, даже диеты это назвать нельзя, потому что правильное питание, когда мы с вами постепенно, правильно идем к результату, это не диета. Ну и седьмая причина отсутствия результата – это малое количество воды. Мы с вами об этом уже говорили, но повторюсь, что возьмите себе за привычку, вам в день нужно выпивать в среднем по 30 мл на килограмм вашего веса. Ну, то есть, допустим, если вы весите 60 килограмм, мы умножаем это на 30 и получаем 1800 миллилитров. Именно столько и нужно нам в день выпивать воды. Но вода – это только вода. Мы не относим сюда ни чаи, ни кофе, ни газировку, ничего другого. Именно чистая вода. Единственное, что можно сюда добавить, это лимон или имбирь. Ну, допустим, вы проснулись, выпейте стаканчик воды, а остальную норму можете распределить в течение дня. И еще одна рекомендация: старайтесь пить маленькими глотками только, небольшими. Многие специалисты даже рекомендуют пить из трубочки, чтобы действительно эти глотки были маленькие. Еще старайтесь не пить за час до сна. Ночью наш организм склонен отекать, соответственно, с утра вы проснетесь с мешками под глазами, и это тоже не положительно влияет на ваш организм. Кстати, у меня есть друзья, которые думают, что если они начнут пить больше, то это 100% скажется на результате, потому что это ускорит только похудение. Но, ребят, это далеко не так. Старайтесь не пить слишком много воды, это очень вредно для наших органов, например, тех же почек. И если ваша норма 2 литра, пить 3 точно не нужно, думая, что все, так завтра результат будет супер-супер быстрый. И, кстати, я знаю немало людей, которые заменяют приемы пищи водой. Ребят, пожалуйста, вода – это действительно важно, но не заменяйте приемы пищи. Питательные вещества, которые поступают в наш организм, они необходимы. И наша следующая причина, почему же вес может стоять на месте, это ошибочное самомнение. Возьмем, например, протеиновые батончики. Большинство рассуждают как? Ну, это же протеиновый батончик, там же много белка, значит, его есть можно много. Но, ребят, не забывайте, что там тоже есть калории, там тоже есть углеводы, жиры, не только белки. Соответственно, если вы едите много протеиновых батончиков, вы калорий тоже получаете немало. Да и в целом люди часто не отдают себе отчет, что едят все подряд. В голове их они питаются, да в целом правильно. Поэтому задайте себе вопрос, действительно ли вы добираете свою норму по белкам, жирам, углеводам. Правда ли это так? Большое количество раз, когда я спрашивала у людей, как вы питаетесь,
Мне говорили, ну, в целом, я вообще питаюсь чисто, хорошо, все у меня с питанием отлично. Потом же, когда я просила человека просто записывать то, что он ест себе отдельно, оказывалось, что здесь есть конфетка, здесь какой-то маленький перекус, чуть-чуть, чуть-чуть, и так и получается профицит. Наше тело очень любит нас убаюкать и сказать, да ладно, ну от одного раза ничего не будет. Или, ну там кто-то виноват в моем срыве. Ребят, несите ответственность и ищите проблему самостоятельно, внутри себя. То же самое, кстати, касается и тренировок. Когда человек по факту не знает, как правильно делать упражнения, но он делает и думает, что да нет, вообще все у меня получается идеально. А потом начинают проблемы с коленками возникать, с другими различными органами. Если вы не знаете, как делать, лучше узнать, проконсультироваться со специалистом. Да и в целом, если вы начнете питаться правильно, осознанно, если вы разбавите свои старые тренировки чем-то новым, поставите себе цель, то результат будет совсем другой. Да и к результату в целом будет идти гораздо легче и интересней. Например, у меня был такой момент, когда мне мои тренировки обыденные, ну просто надоели. Ну вот вообще не хочется заниматься. В такие моменты я просто разбавляла их EMS тренировками. Кстати, кто был подписан на мой инстаграм, знает, что это такое. Массажи я добавляла. И тогда в целом результат был виден, и мне было интересней. Вот мы и подошли с вами к нашей 9-й причине. Это ложная информация, которая вводит вас же в заблуждение. Конечно же, в интернете сейчас огромное количество разной информации, и ее настолько много, она настолько разная, что непонятно вообще, кому же верить. Главный мой совет здесь, наверное, это почитать различные мнения, статьи в интернете, возможно, в книгах, и понять, с чем именно согласны лично вы. Тут важно, что, скорее всего, и найдется то, с чем вы вообще совершенно не согласны. И это отличный повод более разобраться в этой теме. То есть почитать еще более глубже, погрузиться в эту информацию. Всем советам, рекомендациям относитесь критически. То есть выбирайте, что лучше для вас. Пробуйте, применяйте и выбирайте, что подходит лично вам. Дело все в том, что мы все совершенно разные. И нет такого совета, который подойдет всем и сразу. Нет. Кому-то он может подойти, кому-то не подойти. Поэтому лучше пробовать и подбирать, что лучше вашему организму. Ну и последняя, 10-я причина, я думаю, что она безумно важная, это потеря мотивации, эффект плата. Кстати говоря, я очень хорошо помню, как такое было у меня, прям такое жесткое выгорание, когда я тренировалась, делала, старалась, но каждое утро ошибка, каждое утро. Я вставала на весы и понимала, что результата нет. Хотя всего я придерживалась, у меня все было прям четко по полочкам. Но результата не было и делать не хотелось, самое важное. Прежде всего нужно понять здесь, что да это в целом нормально. Не бывает такого, что вы в какой-то сфере идете только вверх. Там, не знаю, пусть это будут тренировки, там, изучение языков, еще что-то, какие-то хобби, освоение. Не бывает такого, все равно у нас всегда идут горки. Вы всегда имеете взлеты, падения, и поймите, что это адекватно, так везде. И просто нужно время. Не летите, не старайтесь достичь всего и сразу. Это, наверное, одна из главных ошибок многих людей. Если вы до этого вообще не занимались спортом, а тут начали, естественно, это резко повлияет на организм, потому что вы дали ему что-то новое, что-то интересное, необычное. Но со временем вы можете остановиться, потерять мотивацию, не хотеть что-то делать. И это вполне нормально, это адекватно, так обычно и происходит у большинства. Здесь безумно важно не сдаваться. Помните, что трудности в жизни никогда не даются нам просто так. Они нужны для того, чтобы мы осознали, что мы делаем не так, в чем ошибка произошедшего, что можно изменить, что можно улучшить. Только для этого нам даются сложности.
И это отличный способ получить новую мотивацию. Конечно же, я хочу, чтобы вы шли только вверх, без каких-либо ошибок, без отсутствия мотивации. Но для меня важно, чтобы вы понимали, что не всегда оно бывает так, и не сдавались. Огромное количество моих друзей, особенно когда я начала вести блог свой о правильном питании и тренировках, начали пробовать такой образ жизни, и просто из-за того, что не увидели результата, не были готовы ждать какое-то время, они демотивировались и в целом, перестали это все делать. Поэтому даже если первое время у вас происходят какие-то трудности, важно идти дальше до конца. Здесь в этом процессе очень важно время. Время. Просто ждать и продолжать. Помните, что вы ничего не теряете. Просто попробовав и продолжив, вы сможете узнать, будет ли результат. А если вы сейчас остановитесь, прекратите, вы так и не узнаете, был бы результат в будущем или нет. Ну вот, мы сегодня с вами обсудили еще 5 причин, почему же наш вес стоит на месте. В целом вы узнали 10 причин, почему же так происходит, и я безумно надеюсь, что они вам были полезны. Надеюсь, теперь вы разобрались в этой теме еще лучше. И, естественно, я надеюсь, что у вас будет только прогресс. Но если вдруг вы столкнетесь с такой проблемой, теперь вы знаете, почему так происходит. Ну и когда вы знаете причину, гораздо проще устранить проблему. Ну а вам я хотела бы сказать большущее спасибо за просмотр этого ролика. Давно не было разговорного видео, я безумно скучала и надеюсь, что вы тоже. Ну и увидимся с вами в следующем разговорном ролике или на тренировке. До встречи!